Женщина заметила на берегу реки какой-то странный объект. Из любопытства она подошла ближе, но тут же побледнела от увиденного. Дождь не прекращался уже третью неделю. Небо над Австралией словно решило излить на землю все запасы воды, накопленные за долгие месяцы засухи. Реки вышли из берегов, затопив прибрежные территории и превратив привычные ландшафты в неузнаваемые водные пустыни. Люди спешно покидали свои дома, спасаясь от стихии, которая, казалось, не собиралась отступать. Оливия, местная жительница небольшого городка на юго-востоке страны, с тревогой наблюдала за происходящим из окна своего дома. Она работала ветеринаром в местной клинике и не могла перестать думать о животных, оказавшихся в ловушке этого водного хаоса. Последние дни она провела, помогая эвакуировать домашних питомцев вместе с их хозяевами. Но сейчас, когда большинство людей уже покинули опасную зону, ее мысли были о диких животных, которые не могли рассчитывать на помощь человека. Утро выдалось особенно тяжелым. Уровень воды в реке, протекающей недалеко от дома Оливии, поднялся еще выше. Женщина понимала, что пришло время и ей покинуть собственный дом. Собрав самое необходимое в небольшой рюкзак, она в последний раз окинула взглядом комнату, где провела последние 5 лет своей жизни, и вышла за порог. Дорога, ведущая к центру эвакуации, была частично затоплена. Оливии пришлось идти вдоль русла реки, выбирая путь по возвышенностям. Каждый шаг давался с трудом. Земля под ногами была скользкой и ненадежной. Холодные капли дождя безжалостно били по лицу, а порывы ветра пытались сбить ее с ног. Через пару часов Оливия почувствовала, как усталость начинает одолевать ее. Она остановилась, чтобы перевести дыхание и оценить обстановку. Вокруг не было ни души. Казалось, весь мир погрузился в серую пелену дождя и рев бушующей реки. Внезапно сквозь шум воды и ветра до ушей Оливии донесся странный звук. Она замерла, пытаясь понять, не показалось ли ей. Нет, звук повторился. Это был не то стон, не то писк, приглушенный и едва различимый. Оливия огляделась по сторонам, пытаясь определить источник звука. Звук, казалось, доносился откуда-то снизу, со стороны реки. Оливия осторожно приблизилась к краю берега, стараясь не поскользнуться на мокрой траве. Она всматривалась в бурлящий поток, ожидая увидеть что-то необычное, но кроме мутной воды и плывущих по ней веток ничего не было видно. Звук повторился снова, на этот раз более отчетливо. Оливия поняла, что звук исходит не из воды, а откуда-то с берега. Она начала медленно продвигаться вдоль кромки воды, внимательно вглядываясь в каждый выступ и углубление. Прошло несколько минут, прежде чем женщина заметила какое-то движение у воды. Сначала ей показалось, что это просто куст, колышущийся на ветру. Но когда она подошла ближе, ее сердце забилось быстрее. Это было явно живое существо. Рискуя сорваться в воду, Оливия осторожно спустилась по скользкому склону. Теперь она могла разглядеть серо-коричневый мех и круглые уши. Это была коала, вжавшаяся в землю и отчаянно цепляющаяся за корни прибрежных растений. Оливия не могла поверить своим глазам. Коала, животное, которое обычно проводит большую часть жизни на деревьях, оказалось здесь, на берегу бушующей реки. Каждую секунду несчастное создание рисковало быть смытым в воду. Не раздумывая ни секунды, Оливия начала действовать. Она понимала, что у нее есть только один шанс, и если она его упустит, коала может погибнуть. Женщина медленно приблизилась к животному, стараясь не напугать его еще больше. К удивлению женщины, коала не сопротивлялась. Казалось, она поняла, что человек пришел ей на помощь. Оливия осторожно обхватила мокрое и дрожащее тело коалы и начала медленно подниматься вверх по склону. Каждый шаг давался с трудом. Земля была скользкой, а коала хоть и не сопротивлялась, но была довольно тяжелой. Наконец, ей удалось выбраться на более ровную поверхность. Оливия осторожно опустила коалу на землю и присела рядом, пытаясь отдышаться.
Теперь, когда непосредственная опасность миновала, она могла лучше рассмотреть спасенное животное. Коала была в ужасном состоянии. Ее мех был мокрым и спутанным, а в глазах читался неподдельный страх. Оливия заметила несколько царапин на лапах животного. Видимо, коала отчаянно пыталась удержаться на берегу. Женщина достала из рюкзака бутылку воды и кусок ткани. Она смочила ткань и начала осторожно очищать раны коалы. Животное тихо пищало, но не пыталось убежать или укусить свою спасительницу. Пока Оливия занималась оказанием первой помощи, она не переставала думать о том, как коала оказалась в такой ситуации. Эти животные обычно не спускаются с деревьев без крайней необходимости. Возможно, наводнение вынудило коалу покинуть свое убежище в поисках безопасного места. Закончив с обработкой ран, Оливия задумалась о следующем шаге. Она не могла просто оставить коалу здесь. Животное было слишком слабым и напуганным, чтобы выжить самостоятельно. Но и взять ее с собой в центр эвакуации было невозможно. Там не было условий для содержания диких животных. Оливия вспомнила о местной службе защиты дикой природы. Она достала из кармана телефон, молясь, чтобы связь еще работала. К ее облегчению на экране отобразились несколько полосок сигнала. Дрожащими от холода и напряжения пальцами Оливия набрала номер службы. После нескольких гудков на другом конце ответили. Оливия быстро объяснила ситуацию, описав свое местоположение как можно точнее. Ей сообщили, что команда спасателей будет отправлена, но это может занять некоторое время, так как все ресурсы брошены на эвакуацию людей и домашних животных. Оливия согласилась подождать. Она посмотрела на коалу, которая теперь свернулась клубочком у ее ног, и решила, что сделает все возможное, чтобы защитить это беспомощное создание. Закончив разговор, Оливия устроилась поудобнее рядом с коалой. Время тянулось очень медленно. Оливия разговаривала с коалой, рассказывая ей истории из своей жизни и работы ветеринаром. Она знала, что животное не понимает ее слов, но надеялась, что звук человеческого голоса хоть немного успокоит ее. Прошел час, потом другой. Оливия начала беспокоиться. Что, если спасатели не смогут добраться до них? Что, если уровень воды поднимется еще выше? Она старалась отгонять от себя эти мысли, концентрируясь на своей подопечной. Коала, казалось, немного успокоилась. Она перестала дрожать и теперь с любопытством рассматривала свою спасительницу. Оливия осторожно протянула руку и погладила мокрый мех. К ее удивлению, коала не отпрянула, а наоборот, прильнула к ее ладони. Внезапно Оливия услышала какой-то новый звук. Она напрягла слух, пытаясь понять, что это. Звук становился все громче, и вскоре женщина с облегчением поняла. Это был шум мотора приближающегося автомобиля. Через несколько минут на дороге показался внедорожник с эмблемой службы защиты дикой природы. Оливия замахала руками, привлекая внимание спасателей. Автомобиль остановился, и из него выпрыгнули 2 человека в форме. Спасатели быстро подошли и начали осматривать коалу. Они были впечатлены состоянием животного. Несмотря на пережитый стресс, коала была относительно спокойна и не проявляла агрессии. Узнав, что Оливия — ветеринар, оказавший животному первую помощь, они поблагодарили ее за профессионализм и самоотверженность. Пока один из спасателей готовил специальную переноску для коалы, другой продолжал расспрашивать Оливию о подробностях спасения. Женщина рассказала, как услышала странные звуки и обнаружила коалу на берегу реки. Спасатели были удивлены тем, что Оливия вообще заметила коалу в таких сложных погодных условиях и в столь неожиданном месте. Они отметили, что этому животному действительно повезло, что рядом оказался человек, готовый прийти на помощь. Когда пришло время перемещать коалу в переноску, животное внезапно начало беспокоиться, издавая тихие, но настойчивые звуки. Спасатели переглянулись с озадаченным видом, отметив, что обычно коалы не так активно реагируют при транспортировке. Один из спасателей наклонился ближе к переноске, внимательно осматривая коалу. Вдруг его глаза расширились от удивления, и он воскликнул, что у коалы есть детеныш. Оливия и другой спасатель бросились к переноске.
Действительно, в сумке Каалы виднелась крошечная мордочка детеныша. Он был еще настолько мал, что его легко было не заметить, особенно когда Каала была мокрой и напуганной. Теперь стало понятно, почему Каала оказалась у реки. Она, вероятно, пыталась найти безопасное место для своего малыша, когда ее смыло потоком воды. Благодаря невероятному стечению обстоятельств ей удалось зацепиться за берег и избежать того, чтобы быть унесенной сильным течением. Оливия почувствовала, как к ее горлу подступает комок. Она не могла поверить, что все это время Коала не только боролась за свою жизнь, но и защищала своего детеныша. Это объясняло, почему животное не сопротивлялось, когда Оливия пыталась ему помочь. Мать Коала, вероятно, поняла, что это единственный шанс спасти своего малыша. Спасатели быстро приняли решение транспортировать обоих Каал. Они осторожно переместили мать и детеныша в специально оборудованную переноску, стараясь не разделять их. Оливия наблюдала за процессом, чувствуя одновременно облегчение и волнение. Когда Каалы были надежно размещены в автомобиле, спасатели предложили Оливии поехать с ними в реабилитационный центр. Они объяснили, что ее знания ветеринара могут пригодиться, а также хотели, чтобы она закончила свой рассказ о спасении для официального отчета. Оливия с радостью согласилась. Она забралась в машину, бросив последний взгляд на место спасения. Внедорожник тронулся, медленно продвигаясь по затопленной дороге. В реабилитационном центре Каал немедленно осмотрели специалисты. К счастью, серьезных повреждений у животных не обнаружили. Мать и детеныш были истощены и обезвожены, но с правильным уходом должны были полностью восстановиться. Оливия провела в центре несколько часов, помогая ухаживать за спасенными Каалами и заполняя необходимые документы. Когда пришло время уходить, она в последний раз подошла к вольеру, где отдыхали Каалы. Мать Коала подняла голову и с благодарностью посмотрела на Оливию, сразу узнав свою спасительницу. Покидая центр, Оливия чувствовала, что этот день навсегда изменил ее жизнь. Она поняла, насколько важно защищать природу и ее обитателей, особенно в тяжелые времена. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.